есть он не должен просто быть на месте и ходить ходуном, он должен попадать в такт ваших стрейфов, тогда вы точно убьете. Вот. Всем привет, это Донка Steam Spirit, и сегодня в уроке Zoe Sport Class я расскажу вам о позиции A-Short на DDoS 2. Movement, как правильно двигаться, то есть, по сути, главная задача при распикивании, при прохождении каких-либо зон, какого-либо места, это открываться как можно под меньшее количество зон. То есть ты открываешься под меньшее количество зон, соответственно, более малый спектр, откуда тебя могут убить, и, соответственно, ты в безопасности, какие у тебя есть на территории. То есть, допустим, если я здесь вижу, что здесь тень, и если я буду выходить поближнее, и меня будут видеть соперники раньше мою тень, чем я их, то не надо так делать. Нужно это делать только при каких-то условиях. То есть в идеале всегда проходить зоны по самым дальним стенкам. То есть ты проходишь, отпикиваешь по очереди каждую позицию, и все. Ты должен просто не подставляться под несколько позиций одновременно. Если ты знаешь о том, где соперник стоит точно, то самое лучшее, это, наверное, выйти на широком и просто убить его. Просто самое простое. Либо на коротком можно тоже. То есть зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Одно, ни второе не является неправильным. То есть это просто вопрос предпочтений, то, как вы умеете. Если, конечно, да, есть типа опции, где там вашего тиммейта убили, и он там, и враг убегает, да, типа тогда нужно обязательно выбегать и пытаться разменять. Это не работает в этой игре, это работает у малого количества людей. В принципе, даже в CSGO, все, когда начинали стрейфиться на месте, то у них процент убийств стал больше. Уже, я не знаю, это имеете 4 года, и просто все люди, которые это делают в обеих версиях, они убивают больше, чем другие. Вот. Поэтому нужно просто стрейфиться всегда. Он не должен просто быть на месте и ходить ходуном, он должен попадать в такт ваших стрейфов, тогда вы точно убьете. Вот. Это как должно происходить. То есть вот, я двигаюсь, я нажимаю D, я двигаюсь в правую сторону, и если я вижу оппонента, то я нажимаю противоположный, и за счет этого я останавливаюсь. То есть если мы не останавливаемся, то если мы не нажимаем противоположную клавишу, то мы чуть-чуть проезжаем. То есть мы проскальзываем, мы не можем сразу начать стрелять. То есть нам нужно остановиться полностью и тогда начать стрелять. Так, нажимая противоположную кнопку, мы можем стрелять сразу же. Вот, это полезный навык. И также, в принципе, везде. Перед про-играми я захожу на карты, какие бы то ни было, там, AIM Rush, и сижу, стреляю, пока у меня есть время, минут 15, может быть 20, где-то набиваю 700, может быть 1000, кручусь 360, бывает больше. Разница заключается в том, что если дома у меня всегда один и тот же сетап, который идеально комфортен для меня и удобен для меня всегда, и эта разминка, это больше не для того, чтобы почувствовать какую-то мышку, там, клавиатуру и так далее, не чтобы разогреться, а для того, чтобы привыкнуть к новому расположению, там, новой высоте и так далее, то есть просто к новому ощущению. На сегодня все. Огромное спасибо, что посмотрели Zoe Sport Class. Подписывайтесь, ставьте лайки. Play like и Pro.